Беспроводные наушники от компании OneMo. Производитель заявляет, что данные наушники оснащены квалкомовским чипсетом, активным шумоподавлением, режимом прозрачности, отличными 4 микрофонами, хорошим набором кодеков с кодеками высокой четкости, беспроводной зарядкой бокса, возможностью регулировать громкость прямо с наушников и топовым звучанием. И это лишь малая часть того, что из себя представляют наушники под названием OneMo Omfing Air Free 2. Как говорится, Xiaomi плохого не делают, и спойлер, они безумно удобны. Как на самом деле дела обстоят с этими наушниками, я сейчас вам расскажу. Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, мы с вами будем обозревать новые наушники от Xiaomi OneMo. Они максимально эконом-класса, они выглядят довольно аккуратно и пришли максимально убитыми в плане коробки. Окей, как прислали, так прислали. Omfing написано на них, скорее всего глянцевый, и это все Air Free 2. Что мы видим в обещаниях? Активное шумоподавление плюс в карму, быстрая зарядка плюс в карму, поддержка кодека высокой четкости Qualcomm aptX, CVC8, это у нас шумоподавление при разговорах. Разумеется, чип от Qualcomm QCC3040, довольно старенький, стандартненький, Bluetooth зато свеженький версии 5.2. Все, жгем. Вот такая вот штуковинка, которая должна была бы нам помочь вытащить упаковку, если бы она не была помятой, но все равно помогла. И как-то это все не эпично все равно получилось, но главное получилось. Что мы имеем? Мы имеем бокс. Довольно приятный, матовый. Следующий момент, что у нас еще есть. Разумеется, есть какой-нибудь кабель для зарядки, и, разумеется, будет какой-нибудь докомплект амбушюр, потому что это все-таки затычки, а не вкладыши. Type-C-шный кабель для зарядки бокса довольно аккуратный. Документация на английском языке сразу, плюс в карму. Все поймем, все примем. Наушники. Глянец. Не романтично. Даже здесь глянец на наушники. И пленка. Это болезнь Samsung, я буду ее так называть. Кнопка внутри в боксе. Сам бокс сколько весит, сейчас мы проверим с вами. 39 граммов. Сами наушники 4,4. 4,1 грамма с амбушюрами. Это хорошо. В ушах комфортно. Маленькие. Но вот ощущение, что они чуть-чуть так выпирают. Хотя я это не вижу. И следующий момент, разумеется, микрофон мы проверим в этом помещении, где я записываю через шуровский микрофон. То, что вы сейчас слышите, и на улице. В целом, цвет, блеск, красота, смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band'ов 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании, в прикрепе, мой телеграм-канал с промокодами на Алиэкспрессе и эксклюзивным контентом. Помимо этого есть еще болталка в телеге, тоже подписывайтесь, нас там почти 15 тысяч человек. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме, перейдем же к беспроводным наушникам. Полетели. Поставляются данные наушники в стандартных двух расцветках, белые и черные. Дизайн бокса минималистичный, но не могу сказать, что запоминающийся. Крышка выполнена из матового серого пластика, основная часть из черного матового пластика. Качество материалов хорошее, как и сборка. Супер топовым не назвать, но хорошее. Корпус марки и потертости бокс собирает моментально. Габариты бокса довольно большие для наушников таких размеров. Бокс 60 мм на 50 на 28 мм. На корпусе расположили надпись Omfing, краткую информацию, LED-индикатор и разъем USB Type-C. Прорезиненного дна нет, к сожалению. Открыть одной рукой бокс можно легко. Крышка в открытом состоянии фиксируется и самостоятельно не захлопывается. Шарнир пластиковый и небольшой люфт у крышки присутствует, но только в закрытом состоянии. Хлопок звонкий и слегка напоминает хлопок, как у яблочного бокса. Внутри бокса расположили 2 вертикальных места под наушники с 2 контактами для зарядки в каждом, маркировку Left-Right и кнопку для сопряжения. Наушники в боксе не гуляют, если попытаться вытряхнуть их, придется приложить усилия. Емкость аккумулятора 410 мАч, полный цикл зарядки занимает 1 час 25 минут. Беспроводная зарядка бокса на борту, за что отдельное спасибо. Наушники можно перезарядить от бокса 4,5 раза. Саморазряда я не наблюдал. Переходим к наушникам. Изготовлены наушники из матового черного пластика, тактильно приятного. Внешняя часть ножек зеркальная и глянцевая. Качество материалов отличное, дизайн интересный, вдобавок наушники небольшие и легкие. Габариты 26 на 21 на 17 мм. Звуковод не длинный, круглой формы,
формы и в размерах он 5,6 на 3,3 мм. Звуковод имеет выступ для удержания амбушюра, металлическую сеточку, что очень хорошо. Посадка в ухе плотная и очень комфортная, так как за 2 часа прослушивания музыки уши не устают. Смотрятся они привлекательно, при занятии спортом не вылетают. Эргономика однозначно хорошая. Во всяком случае, мне и всем, кому я давал их попробовать, они зашли по форме. На корпусе расположили 2 контакта для зарядки, которые утоплены, и есть риск, что они будут часто загрязняться. Ну, не сразу, но во всяком случае будут. Маркировка left и right, по 2 микрофона, двухцветные LED-индикаторы, которые во время прослушивания музыки не мигают, инфракрасные датчики автопаузы и сенсорная панель. Из тапов на борту плей-пауза, переключение треков, регулировка громкости прямо с наушников, что удобно, вызов голосового ассистента, ответ, сброс вызова и переключение между режимами шумоподавления. Одиночное касание можно выключить или отключить в приложении, что удобно. На нажатие наушники откликаются хорошо. В целом с тапами у этой пары все в порядке, так как можно настроить одновременно все необходимые действия. Озвучивание в наушниках сопровождается системными звуками. Летим дальше. Чипсет установлен Qualcomm QCC3040. Оснащены наушники 7-мм динамическими драйверами с графеновой диафрагмой. Импеданс 32 Ома, активное шумоподавление ANC на борту. Работает оно по мне слабовато, но для не особо шумного помещения достаточно. А на улице ANC уже не справляется. Режим прозрачность также завезли, но как по мне он раздражительный, так как во время разговора посторонние звуки режут слух. Но для безопасности во время прогулки я бы советовал использовать данный режим, особенно во время пробежек на открытой местности. Далее, заряд наушников в шторке отображается, по одному они работают, но переподключение не бесшовное, а с озвучиванием включение наушников на английском языке женским голосом. Автоматически подключаются после открытия крышки бокса, анимация при подключении простенькая, но она есть. Мультипоинт завезли, вдобавок полноценный. Датчики автопаузы отрабатывают корректно, в целом за их наличие можно уже большой плюс ставить этим наушникам. Емкость аккумулятора одного наушника 38 мАч, полный цикл зарядки занимает 1 час 5 минут. Отыграли они по кодеку aptX с выключенным ANC на 65% громкости 4 часа 30 минут, что довольно неплохо. С боксом они проживут до 24, что тоже очень хорошо, но все зависит от того, на какой громкости вы будете слушать музыку и будет ли включен у вас режим активного шумоподавления. Быстрая зарядка на борту и 5 минут подзарядки дают 46 минут прослушивания музыки в тех же условиях. Наушники имеют водонепроницаемость класса IPX5, бокс, по всей видимости, также имеет водонепроницаемость IPX5. Но я решил протестировать только наушники. После 30 секунд в воде я просушил наушники, по итогу весь функционал как работал, так и работает. Но вам не советую погружать в воду устройство с таким классом защиты от воды. Максимум он может защитить от дождика. Для защиты от воды нужен IPX7. Летим дальше. Приложение максимально простое. Называется оно Omfin. На главной странице с наушниками отображается заряд наушников по отдельности, но заряда бокса нет, что фейл. Далее можно переключать между режимом активного шумоподавления, режимом прозрачности и обычным режимом, настроить тапы, за что спасибо, включить-выключить анимацию при подключении наушников и включении режима низкой задержки. Обновить прошивку в приложении возможности есть, но мне обновления еще не прилетали. Bluetooth версии 5.2 из кодеков на борту AAC, SBC и aptX адаптив для передачи Hi-Fi аудио. Через одну стену наушники не отваливались, как и через две. Задержка на YouTube с включенным режимом низкой задержки незаметна, а в играх задержка приемлемая. Играть можно без каких-либо проблем. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофон из технологии шумоподавления CVC 8.0, перегруз есть, примеры вы сейчас услышите. AirFree 2 в помещении, студия, микрофон шуровский надо мной. Если вы хотите сравнить, насколько хорошо эти микрофоны работают относительно того, как здесь можно работать, вы можете посмотреть распаковку, опять же, на этих наушников. И по удобству маленькие, легкие, простые, бокс довольно габаритный лично по мне, хотя, с другой стороны, куда уж меньше.
Смотрим. Пример работы микрофонов Omfing Air Free 2 от, опять же, OneMo. А OneMo мы знаем, что это Xiaomi. Здесь у нас бокс, напоминаю, без резинки внизу, то есть дно у нас не прорезинено. Стоим у дороги, мимо проезжал только что мотоциклист. Сейчас автопром. И, по идее, все должно быть громко. Почему? Потому что сейчас у нас ветер, пусть и эпизодически, периодически, но есть. И у дороги практически мы стоим вплотную. Насколько хороши эти наушники? Да, плюс-минус, как и всегда у OneMo. OneMo плохого по мне не делают. Опять же, это мое субъективное мнение и мой опыт. Главное настроить их под себя, правильно подобрать амбушюры. Насколько удобный бокс? Скользкий наполовину. Насколько удобные наушники? Вам оценивать, нравится вам такой глянец или нет. А чтобы оценить микрофоны, я думаю, вам хватило времени. Смотрим. Звучание данную порой отнесу однозначно к басхедным, так как даже в играх преобладают низкие частоты. Играть в шутеры – одно удовольствие. Каша присутствует, если выкручивать громкость выше 95%. Запас громкости есть, но, возможно, его не каждому хватит. Лично я прослушивал музыку не выше, чем на 85% громкости, и вам не советую громче. Бас плотный, средний бас в наличии с ощущением многослойности. Высокие частоты на своих местах, а они не теряются в ряду с другими частотами. Середина с неплохой проработкой. Звучание по большей части заточено под современную музыку, и поэтому эти наушники зайдут многим. Вокал, как и инструментал, отыгрывают на свою стоимость, в некоторых случаях даже лучше, чем можно было бы предположить. Сцена средняя, глубина в звучании присутствует, как и ощущение объема. Как по мне, с звучанием у данной пары все более чем хорошо. Из минусов: не отображается заряд бокса в приложении, нет эквалайзеров в приложении, ни готовых пресетов, ни кастомного. Также отмечу марку и сенсорную область. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Если промокоды, смотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии. Плюс я напоминаю, что там есть эксклюзивный контент и новости от меня. Периодически, эпизодически, с примером съемки на новые девайсы. Вдруг на момент вашего просмотра появится что-то интересное или скидки с промокодами. Подписывайтесь. Резюмирую. Беспроводные наушники Xiaomi OneMo Omfing Air Free 2 меня удивили, так как стоят они дешево, а функционал и звук на отличном уровне. По моему мнению, данные наушники действительно хороши, так как они имеют больше плюсов, чем минусов, опять же, по моему субъективному мнению, основанному на моем довольно большом опыте. Я с радостью использовал бы их для игр на смартфоне или для прослушивания музыки во время занятий спортом. Также для повседневного использования они очень даже удобные. Подписывайтесь на телеграм-канал Взаимопомощи, пишите в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть на обзор, приходите на ежемесячные стримы, девайсу однозначно да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.